Всем здравствуйте, мои уважаемые зрители! У нас прогноз на любовь и отношения на осень для знака зодиака Рыбы. Расклад у нас будет из трех вариантов. Первый для тех, кто уже состоит в отношениях или в браке, что вас ждет в любви, в отношениях. Может быть, если вы уже замужем, может быть, планы какие-то ваши. Также второй вариант для тех, кто в поиске любви, что вас ждет осенью. Ну, а третий вариант у нас для тех, кто расстался, у кого ссора, и мы посмотрим, что ждет вас в этой любви. Мы получим совет, нужна ли вам эта любовь, возвращать ли вам этого партнера или партнершу. Хорошо, мы начнем с первого варианта. Для тех, кто состоит уже в отношениях, в браке. Давайте посмотрим, что вас ждет в любви, в отношениях, в ваших делах, планах этой осенью. Рыбы, любовь, отношения. Если у вас какие-то планы, задумки, мечты, дайте сейчас посыл во Вселенную, а я настроюсь на вас. Рыбы, любовь, отношения. Осень для тех, кто в отношениях или в браке. Что у вас сейчас происходит? Ой, какая красота. Здесь и дети. У кого-то зачатие, рождение малыша, у кого-то подготовка к свадьбе, предложение руки и сердца. Кто-то, может быть, планирует всей семьей поездку. Может быть, это в отпуск. Может быть, переезд, смена места жительства. Так, хорошо. Что ждет вашу любовь? Ой, рыбульки, ну потрясающе. Ну, собрала все, по-моему, позитивные карты. Что у вас? У вас какие-то, у кого-то, я говорю, заключение брака, у кого-то какие-то сделки по недвижимости, покупка, продажа, ввод в наследство, который приведет вас к счастью. Ну, у кого-то, я говорю, здесь может быть рождение малыша, у кого-то может быть что-то разъезд, съезд с детьми. Тут может быть свадьба не у вас, а может быть у ваших детей. Ну, рождение, зачатие, финансовое благополучие и исполнение мечты, связанной с вашим домом. Давайте совет посмотрим. Что? Получаете урожай того, над чем вы трудились. Кто-то готовится к свадьбе, у кого-то рождение малыша, ну, у кого-то здесь сбор урожая над тем, да, куда вы вкладывали свои силы. Да уж, потрясающе. Давайте мы посмотрим еще нам, что Ленорман для вас скажет. Поэтому все ваши задумки, все ваши мечты, планы вот в любви, в отношениях, в каких-то ваших делах, все это реализуется. Ну, редко выпадают такие карты. Что нам еще Ленорман скажет? Вот любит у нас Ленорман навести, да, ну тут с домом что-то. Может быть, были какие-то задержки или невозможно было вот ключ, да, реализовать какие-то ваши планы, что-то мешало. Ну, это опять же по поводу вашей недвижимости, дома. Может быть, наследство, может быть, кто-то наследство получил, да, вот какой-то пожилой человек оставил вам. То есть вот известие, получение новостей, что да, может быть, человек ушел в мир иной, но вас это приводит к тому, что вы обретаете, может быть, свое жилье. Если кто-то планировал, может быть, эмиграцию по миру или какую-то поездку дальнюю, может быть, кого-то проведывать, там, может быть, дети у вас там или родители, то вот Гроб говорил, что вот эта вот изоляция мешала вам реализовать то, что вы хотели. У кого-то, может быть, связано, вот вы получили, может быть, наследство или что-то купили, но вот по Гробу, может быть, какую-то реконструкцию надо сделать в доме, может быть, что-то перестроить или улучшить, ну, или сделать под себя. Да, вот так у нас получился прогноз. Потрясающе у вас, рыбки. Осень будет. Поэтому, если планировали, реализуйте. Вас ждет успех. С чем бы это ни было связано.
А я желаю вам любви, взаимопонимания, всего вам хорошего, до свидания. Да, давайте теперь посмотрим для тех рыбок, кто в поиске любви, какие у вас перспективы осенью. Влюбиться, познакомиться, представители знака зодиака Рыбы, осень. Что вас ждет в любви, на что вам нужно обратить внимание. Мы получим совет, конечно, и Ленорман нам подскажет. Тоже акцентирует внимание на какой-то вопрос. Рыбы, любовь, отношения, осень для тех, кто в поиске. Давайте посмотрим, что у вас сейчас происходит. Ну, наверное, планеты так стоят, потому что для тех, кто в браке, там потрясающие карты. Ну, здесь пара у нас. О, ну и что вам? И что вам сказать? Король, королева кубков, любовь, взаимопонимание и десятка кубков. Счастье, любовь, возможность создать идеальную семью. Вы будете очень подходить друг к другу. Может быть, вы будете оба представители водной стихии. Но это тут просто показывает влюбленного мужчину и влюбленную женщину. Да, очевидно, у рыб сейчас очень хороший период по звездам. Я дальше вам даже смотреть не буду. Знакомьтесь, общайтесь. Да, это человек, с которым вы создадите идеальную семью. Давайте посмотрим, что Ленорман покажет. Так. Ну, для женщин здесь в вашу жизнь войдет очень ресурсный мужчина, мощный, сильный, крепкий, может какая-то растительность на лице. Это начало новых отношений. Это приглашение на свидание, это подарочки, это внимание. Этот мужчина для вас как подарок. Для мужчин здесь женщина будет очень привлекательная, приятная, милая. Тут даже вот всадник, тут женщина нарисована. Это новое знакомство. Может быть, знакомство где-то в дороге, но это не обязательно. Просто в вашу жизнь врывается вот такая дама на коне. Тут и для мужчин, и для женщин этот человек будет для вас как подарок судьбы. Поэтому встречайте, общайтесь. Есть шанс обрести счастье. Такой у нас с вами прогноз. Я желаю вам любви, всего вам хорошего, до свидания. Ну, давайте посмотрим для тех рыбулек, которые поссорились, расстались. Что вас ждет? Есть ли шанс помириться, восстановить эти отношения? Или, может быть, карты скажут, а ну его, да? Может быть, вас ждет совсем другая любовь? Так, рыбы, любовь, отношения, осень для тех, кто в ссоре, кто расстался. Какая информация для вас? Ну, давайте посмотрим, что у вас сейчас происходит. Отношения были кармические, скорее всего. Если человек был не свободен, вы надеялись на то, что человек разведется, да, вот, сделает вам предложение. Но по шуту, может быть, человек повел себя не очень умно, что ли, или зрело. Если для женщин, это может быть мужчина, который вообще любит всех. Может быть, вы у него и не единственная была женщина. Гуляка, выпивака, ну, любит шумные компании. Ну, вообще, по шуту, скорее всего, личность не очень зрелая. Может быть, даже не очень умная. Так, давайте посмотрим, что вас ждет в этих отношениях. Есть ли шанс помириться?
Нет. Король жезлов может быть женат. Как правило, хороший семьянин, но это король. Уже есть что-то, дети. А также король жезлов, как правило, очень любит женщин. Борьба была, скорее всего. Боролись вы, может быть, соперницы были, или борьба была за то, чтобы человек развелся. Но смерть говорит, что эти отношения закончились и закончились навсегда. Совет. А совет говорит, что вы обретете счастье, но не с ним. Ну, может быть, не с ней, да, если меня мужчина смотрит. Солнце. Вас ждет счастье, но, скорее всего, с другим человеком. Потому что смерть — это уже невозможность вернуться в эти отношения. Так, давайте еще посмотрим, что нам Ленорман скажет. Луна и Солнце. Луна — это нестабильность, это что-то скрытое. Это ревность, недоверие, подозрение. Еще это, конечно, эмоции, это чувства. Вот у вас Солнце повторилось. Также Луна — это иллюзия, а Солнце — это ясность. То есть у вас как бы сменится вот это вот... Да, может быть, здесь было очень сильное сексуальное влечение к этому человеку. Может быть, вы хорошо проводили время. Скорее всего, по справедливости, это реально у вас был кармический опыт. Так, сейчас я еще одну карту сюда достану. Солнце и гора. А гора у нас блокирует все. То есть между вами и этим человеком выстроилась гора. Ну, я уже здесь все сказала. Вы эти отношения закончили, то есть эти отношения закончились, и возврата к ним нет по смерти. Здесь вам карта говорит, вас ожидает счастье, но с другим человеком. Но вы должны вырвать, вот, побороть вот эту страсть к этому человеку в своем сердце, чтобы вот не отдавать туда энергию, а перенаправить ее на что-то новое, на обретение счастья. Такой у нас получился с вами прогноз. Я благодарю вас за внимание. Всего хорошего.